Добрый день, мои дорогие гости моего канала, его подписчики. Приветствую вас, это канал о вязании, канал Светланы Лосевой. И сегодня мы будем с вами вязать вот такую очаровательную обезьянку. Здесь у меня представлен мальчик и девочка. Вот. Ну, мы будем вязать, начинать будем мальчика, а закончим девочкой. Ну, в общем-то, вот эту мордашку я буду формировать для девочки в своем видео, мастер-классе. А мальчика я свяжу самостоятельно, но вы посмотрите внимательно, вы видите, здесь у нас разница в том, что у мальчика более такое какое-то серьезное выражение мордочки, да, девочка такая более улыбчивая, более такая добренькая, у нее более пышная прическа, если так можно выразиться. Вот. Ну, так, в принципе, не получаются одинаковые игрушки. И, в общем-то, всегда они разные. У меня, сколько я не пыталась вязать одинаковое, очень редко что-то очень-очень одинаковое получалось. Ну, игрушечка у нас вот такая вот интересная, забавная, миниатюрная. Вот так она сзади смотрится, да. Ну, наверное, не очень хорошо это все видно. Хвостик у нее здесь. Неудобно мне сейчас показывать, поскольку все-таки одна рука держит фотоаппарат, другая держит игрушку. Ну, вы все рассмотрите. Все рассмотрите. Вот такая у меня парочка получилась забавных малышат. И буду рада вам показать, как я их вязала. Давайте будем вязать вместе. Начинаем. Начинаем вязать с вами ножку. Ножка у нас будет с вами. Значит, для ножки я сразу две игрушечки вяжу. Вот так будет выглядеть наша ножка. Я уже связала 3 штучки. Сейчас еще 1/4 свяжем. Так, значит, начинаем с 2 воздушных петель. 1, 2. Замыкаем вот так в колечко. И сюда в колечко вяжем с вами 6 столбиков без накида. Связали 6 столбиков без накида. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда делаем по 2 столбика всего. Во втором ряду получается 12 столбиков без накида. Берем контрастную ниточку, чтобы пометить, откуда мы начинаем. Так, и 6 прибавок делаем. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. 12 столбиков. Следующий ряд. 1 столбик провязываем без изменений, следующий прибавку делаем. То есть начинаем столбик без накидов и следующий столбик 2 столбика, опять столбик без накидов, 2 столбика, столбик без накидов, 2 столбика. Так продолжаем до конца ряда.
Должно получиться 18 столбиков. Следующий ряд. В следующем ряду мы делаем 2 столбика без накидов, в третий столбик прибавку, 2 столбика, третью прибавку. Должно получиться у нас с вами 24 столбика. В пятом-шестом ряду мы вяжем 24 столбика без прибавок. Следующий ряд, 7-й ряд, мы делаем убавочки, 10 убавочек подряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и оставшиеся 4 столбика провязываем. Следующий ряд, 8-й ряд, вяжем 1 столбик, далее 5 убавочек. Раз, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика оставшихся. Сделали. Следующее, что мы с вами сейчас будем менять ниточку. У нас осталось с вами 9 столбиков, и мы сейчас будем с 9 по 14 ряд вязать 9 столбиков. Эту контрастную ниточку, в принципе, уже можно вытащить. Она уже нам не нужна. Значит, смотрите, чтобы нам соединить, перейти к другой ниточке, вот эту петельку я убираю, да, и сюда подсоединяю ниточку другого цвета. Вот так. И далее продолжаю вязать. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, теперь эту ниточку мы обрезаем. Она нам больше не нужна, светлая. Так, все эти кончики необходимо нам связать между собой, чтобы не распускалось дальше наше с вами вязание. И прячем туда эти ниточки. И сейчас нам надо будет набить нашу ножку.
Берем синтепух и набиваем туда. Так, набили ножку. Смотрим, чтобы они у нас были одинаковые. Я думаю, что сюда можно еще добить немного. Так, ножки придаем форму и продолжаем наше вязание, как я уже сказала, с 9 по 14 ряд по кругу. Так, теперь, значит, связали мы с вами 6 рядов, и сейчас мы будем с вами вот так соединять. Провяжем здесь столбики без накидов, 5 столбиков. То есть мы вот так сейчас с вами соединяем эту ножку. Раз, два, три, 4, 5. Вот 5 столбиков у нас с вами завязали мы с вами ножку. Вот она так с этой стороны смотрится, вот так вот с этой. Все. Вяжем таких 2 ножки. Приступаем к вязанию ручек. Вот так у нас выглядят наши ножки. Еще одни 2 ножки. То есть сразу будет 2 обезьянки. Вяжем ручки. То же самое начинаем с вами с кольца, в которое делаем с вами 6 столбиков без накида. Также берем контрастную ниточку и второй ряд вяжем. В каждый столбик мы делаем прибавочки с вами, чтобы у нас получилось с вами 12 столбиков. Шестая прибавочка. Так, теперь у нас 12 с вами столбиков. Следующий ряд мы делаем, значит, один столбик, затем прибавка в следующий. И так по всему кругу 6 прибавок, да? Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Должно получиться 18 столбиков. Так, сделали 18 столбиков. Значит, следующее, что мы с вами сейчас будем вязать, следующий ряд, это будет 4-5 ряд, 18 столбиков. То есть ничего мы не прибавляем, не убавляем, просто вяжем 18 столбиков, 4-5 ряд по кругу.
6 ряд. Сейчас у нас будет 9 убавок. Каким образом? Начинаем. 9 убавочек по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 убавочек. Так. Сейчас мы будем с вами переходить на темную нить, темную ниточку, да. Также я это делаю вот таким образом. И сюда у меня помещается темная ниточка. Так. После этого я вяжу. Смотрите, сейчас еще будет одна убавка. 1 петелька, 2 столбик, 3. Так, 3 столбика, 1 убавка. Делаем убавочку. И 4 столбика оставшиеся вяжем. 1, 2, 3, 4. Так. Далее эти 8 столбиков, которые у нас осталось, мы с вами высоту вяжем с 8 по 14 ряд. Не забываем обрезать ниточку, которая нам сейчас уже больше не будет нужна. Вытащить эту ниточку контрастную, она нам тоже не нужна. Здесь необходимо завязать нам наши с вами 2 ниточки соединительных, чтобы они не распустились в процессе носки нашей игрушечки. Сюда. Так, и сейчас будем опять синтепухом набивать нашу ручку, чтобы продолжить далее вязание. Это самый подходящий момент. Так, вот сюда мы наш синтепух помещаем. То есть, смотрите, как и в ножке, набиваем только нижнюю часть. Эта часть у нас остается просто без набивки. Так. Можно посильнее набить, можно вот так оставить. Это по желанию. Давайте еще немножко добавим. Так. И продолжаем вязать по кругу, как я уже сказала, до 14 ряда включительно. Я подумала, что у нашей обезьянки руки должны быть длинные, да? А тут у нас получается, значит, если мы связали 14 рядов, то это вот такая же длина, как у ножек. Давайте сделаем не 14 рядов, а 16. То есть мы сейчас еще довяжем с вами 2 ряда. 2 ряда по 8 столбиков. И соединив обе половинки, завязываем это все
4 столбиками без накида. Так, вот у нас начало ряда идет, да? Так, еще один сейчас. Так, и сейчас 4 делаем с вами столбика. Завязываем 1 столбик, 2, 3 и 4. Вот так выглядит сейчас наша ручка. С этой стороны также. Так, и должно у нас 16 рядов быть. Обрезаем ниточку. Вяжем вторую ручку таким же образом. Вот она у нас, ручка получилась и уже, и длиннее, чем ножка. На 2 ряда. Сейчас мы будем вязать с вами хвостик. Значит, связали мы с вами ручки. 4, да? 4 ножки у нас. И будет у нас 2 хвостика. Ну, потому что это мы для 2 обезьянок подготавливаем. Так, как я вяжу этот хвостик? Очень просто. Берем, как и в предыдущий раз, делаем 2 воздушные петельки, да, вот сюда начало возвращаемся, так, и в наше кольцо вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем, значит, столбики без накида. И так по кругу вяжем 18-19 рядов в высоту. Вот. И потом завязываем с вами 4 столбиками без накида. Давайте покажу, вот как, что у вас должно получиться. Вот такая вот трубочка. Набивать ее не надо. И мы потом завязываем здесь 4 столбика без накида. Начать бывает нелегко, но это нужно сделать. Потом, когда уже так вот сейчас идут там, начиная с 3-й, 4-й, уже полегче становится. Потому что сюда смещается палец, видите, как я наловчилась. Вот. И вот так вяжем высоту 7 столбиков без накида. Продолжаем вязать. Знаю, что обычно бывает не очень удобно вязать такие узкие вещи, да, по кругу. Но вот если расположить пальчик так вот в это вот как бы отверстие, то это можно сделать быстро. Вот таким образом я приспособилась вязать какие-то узкие детальки. У нас вот сейчас хвостик. Такая узкая деталька. Так, и связали мы 18 рядов. И вот 19 ряд мы вяжем 4, соединяем 2 половинки, да, и вяжем 4 столбика сюда. Завязываем 1, 2, 3 и вот здесь 4. Так, хвостик. Вот так выглядит сейчас 2 наших хвостика с вами. И мы сейчас обрезаем ниточку
И приступаем к вязанию тела нашей обезьянки. Тело вяжем также коричневым цветом. Так, продолжаем вязать. Сейчас мы будем вязать туловище и соединять в процессе вязания, присоединять ручки, ножки и хвостик. Вот такая вторая фигура у нас должна с вами получиться из наших вот этих запчастей. 2 ручки, ножки и хвостик. Так, как мы это будем делать? Значит, набираем также, вяжем с вами 2 воздушные петли и в круг образовавшийся вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Нам здесь понадобится сейчас такая ниточка контрастного цвета. Я беру ниточку светленькую, темненькая не подойдет, которой мы пользовались до этого, потому что у нас сейчас темная пряжа. И в каждый столбик предыдущего ряда я делаю прибавку, то есть по 2 провязываем, по 2 столбика в каждую предыдущий столбик предыдущего ряда. Так, 1, 2, так 6 прибавок у нас должно быть. 3, 4, 5, 6. Так, далее вяжем 1 столбик, 1 прибавка. И так опять у нас получается столбик, прибавка по кругу. У нас должно получиться в конце ряда 18 столбиков. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. 18. Следующий ряд, это у нас получается будет 4-й ряд. Сейчас мы вяжем уже 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Должно получиться 24 столбика. Прибавка, 2 столбика, прибавка. Итак, сделали 24. Значит, теперь у нас будет 3 столбика прибавка, и в результате у нас должно получиться 30 столбиков. 3 столбика прибавка. Давайте свяжем самостоятельно, чтобы не загружать видео. 3 столбика. В 4-й делаем
вяжем 2 столбика, это есть прибавка. Итак, вяжем самостоятельно. 6-й ряд вяжем 4 столбика, прибавка. Должно получиться 36 столбиков. Вяжем 4 столбика, прибавка. Четыре столбика, прибавка. Всего по кругу 6 прибавок получается. 36 столбиков в итоге у нас с вами получается. Итак, сейчас у нас с вами мы связали 6 рядов. У нас 36 столбиков по кругу. И сейчас мы будем с вами ввязывать вот такие ножки. Вот эти ножки сейчас будем сюда ввязывать. Как я это делаю? Значит, вот от нашей ниточки контрастной, вот этой, вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Берем ножку. Вот эта вот линия контрастная, маркер, она у нас будет проходить по спинке. Поэтому наша ножка должна располагаться вот таким образом. Мы ее будем ввязывать 5 столбиками. Значит, берем первый крайний столбик. Вот таким образом ввязываем ее. Смотрите, еще есть такая особенность. Вот видите, у нас здесь переход был. Вот. Но избежать этой вещи не удастся, чтобы ее спрятать. Потому что на этой ножке у нас, которая будет вот так располагаться, это будет переход с внутренней стороны, а здесь вот так, к сожалению, с наружной стороны. Так, раз. Два. Три. 4. 5. Так. Вязали ножку. Так, аккуратно, чтобы все получалось ровненько. Ввязываем. Дальше вяжем 12 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Берем вторую ножку, располагаем ее вот этим сапожком вот сюда вправо и также ввязываем первую, раз, два, три, 4 и 5. 5. Также аккуратно привязали ножку. Дальше ввязываем, значит, вяжем опять 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. И ввязываем наш хвостик, который, значит, 4 здесь у нас столбика.
Ввязываем, значит, наш хвостик на оставшихся 4 петельках. Раз, два, три. Сюда я вот стараюсь, чтобы аккуратно все получилось. 4. Так, вот хвостик у нас связался, да? И вот наша с вами контрастная ниточка. Следующий ряд, по счету это у нас будет 8 ряд. Мы провязываем 36 столбиков без прибавок, убавок по кругу. Продолжаем вязать. Вяжем 9 ряд. Да, вязали до контрастной ниточки. Сейчас начинаем вязать. Значит, сейчас будут убавочки у нас. Вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И делаем убавочку. Снова 4. Раз, два, три, 4. И делаем убавочку. И так по кругу у нас должно получиться 6 убавочек. И количество петель должно быть по кругу, количество столбиков быть 30 штук. 30 столбиков. Так, 10-11 ряд вяжем 30 столбиков. 30 столбиков по кругу. Значит, 12 ряд. 12 ряд мы вяжем с убавочками. 3 столбика мы вяжем. Раз, два, три. А 4, 5 убавочка у нас идет. Опять 3 столбика. Раз, два, три. И снова убавочка. 6 убавочек. В итоге у нас должно получиться с вами 24 столбика. 3 и убавочка. Продолжаем вязать так ряд. И, значит, провязали этот ряд с убавочками. 13-14 ряды мы вяжем наши с вами тельце. 24 столбика без изменений. То есть 2 ряда сейчас по 24 столбика мы вяжем без изменений. Продолжаем вязать. Так, еще один ряд, 24 столбика. 14 ряд вяжем, 24 столбика. Вот такой вид сейчас сзади имеет наше с вами тельце. И вот так оно выглядит, значит, спереди. И там вот такая вот большая дырочка. 15 ряд. В 15 ряду будут убавочки. Вяжем 2 столбика. Раз, два. И делаем убавочку. Опять у нас получается по кругу 6 убавочек. Снова 2 столбика. И так убавочка. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков. Убавочка.
Раз, два. Убавочка. Раз, два. Убавочка. Раз, два. И снова убавочка. Последняя, шестая. Так. Значит, контрастная ниточка наша сюда перемещается. И сейчас у нас будет 16-й ряд. Будем вязывать с вами наши ручки, подготовленные вот эти. Так, как это мы будем делать? Значит, будем делать это следующим образом. Берем нашу ручку, подготавливаем. Значит, в начале ряда вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Берем ручку. Так, берем ручку. Вот видите, у нас это соединительная часть перехода нитей. Пусть она будет с внутренней стороны. И вот так аккуратно эту ручку ввязываем сюда 4 столбиками. Раз. Два. Три. 4. Вот 4 аккуратно. Здесь тоже вот так все аккуратно выглядит. Затем делаем опять 4 столбика, провязываем. Раз, два, три, 4. Берем вторую ручку. Смотрим, где у нас. Вот у нас эта линия. Надо ее вот так вязать, да. Берем нашу ручку и 4 столбиками ввязываем ее в тело. Раз, два, три, 4. И у нас осталось с вами 2 столбика. И вот наша с вами контрастная ниточка. Так, контрастная ниточка. Вытягиваем ее сюда. Подтягиваем. Сейчас у нас будет ряд убавочек. Мы вяжем 1, 2, 3, 4. Делаем убавочку. Всего будет 3 убавочки по ряду. Опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем убавочку. Какая сложная система. Не поддается убавочку. Так. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавочка. 1, 2. Так, и смотрите, вот у нас контрастная ниточка. И я не люблю так вот обрывать неровно, да. Я обычно вяжу еще 3 столбика. 1, 2, 3 столбика. И вот здесь 4 я делаю его как соединительный. То есть вот так. И вот только после этого я обрезаю ниточку. И на этом считаю, что тело мы связали. Контрастная ниточка тоже нам уже не нужна. И сейчас необходимо сюда набить нам. Для этого берем синтепух
старательно набиваем наше тело. Вот таким образом. Плотненько стараемся набить. Продолжаем набивать. Продолжаем набивать. Здесь у нас будет головка крепиться, поэтому область шеи должна у нас быть хорошо так туго оформлена. Вот. Поэтому вот именно в области шеи мы так уплотняем материальчик. Так. Уплотняем область шеи. Потом в процессе пришивания головы мы еще сюда добавим синтепуха. Вот. А сейчас пока остановимся вот на таком варианте. Вот такой у нас тельце получилось. Со всех сторон такое вот набитое, тугенькое, да? Хвостик такой аккуратный, ножки. Все ровненько, все симметричненько, да? Вот вторая у нас такая же получилась форма тела. Вот. Ну и сейчас приступим к вязанию головы и мордочки.